Всем привет и добро пожаловать! Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Если вы здесь впервые, меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Давайте сегодня порассуждаем на тему ритма языка в целом и почему я считаю, что иностранный язык стоит слушать именно в его естественном темпе. А если вам нужны субтитры, вы можете активировать их, нажав на кнопку внизу. Итак, в каждом языке есть свой ритм и интонация, которых стоит придерживаться, когда вы говорите на этом языке. Это не значит, что вы должны говорить точно так же, на этом не надо зацикливаться. Но это модель, которую нужно брать за основу, когда вы учите иностранный язык. В каких-то языках есть тенденция говорить очень быстро, в каких-то, наоборот, медленнее. И иногда можно заметить, как ритм родного языка отражается на иностранном, что звучит не совсем естественно, потому что мы говорим по-другому. И не то чтобы это очень страшно, вас, наверное, поймут, но может случиться и так, что если человек говорит со слишком быстрой скоростью, которая свойственна в его родном языке, но нетипична для иностранного, то не факт, что поймут, потому что он в этот момент может недостаточно четко произносить слова и, скажем так, проглатывать слоги там, где мы их не проглатываем. Часто можно наткнуться на видео со слишком медленной речью, но в моих видео этого нет, потому что я этот вариант не поддерживаю. Почему я против того, чтобы говорить слишком медленно? В первую очередь потому, что это не натурально. Так никто не говорит в реальной жизни. И если вы изначально привыкнете к такому ритму, то впоследствии вам будет сложнее перестраиваться на ритм побыстрее. И придется прикладывать еще больше усилий, чтобы суметь его понимать, когда, например, нет субтитров, чем если бы вы изначально к нему привыкли. Да, поначалу это может быть сложно, но и грамматика, и лексика в новом иностранном языке поначалу непростая, да? Однако со временем, когда логика языка становится более ясной, эти параметры уже перестают быть такими сложными. Представьте, что вы учите говорить ребенка. Разве вы разговариваете с ним вот так, проговаривая каждый слог, чтобы он вас понял? Конечно, нет. Вы говорите с ним примерно так, как в реальной жизни. Естественно, не супер быстро, но и не супер медленно. Вы не стараетесь разжевать ему каждый слог, чтобы он вас понял. Но тем не менее, со временем он начинает вас понимать и говорить. Постепенно, потихоньку, маленькими шажками. Но для него та речь, которую он постоянно слышит, естественна. И он не перестанет вас понимать, если вы начнете говорить немного быстрее. Так же и с иностранным языком. Зачем изначально учить его в искусственном темпе, если рано или поздно все равно придется перестраиваться на настоящий темп? Только мозгу это будет сделать уже сложнее, потому что это выход из зоны комфорта. Он привык к другому за несколько месяцев или лет обучения. И что тогда говорить о том, что он не просто начнет смотреть видео или слушать аудио на более высокой скорости, а услышит носителя в его естественной среде? Он попросту ничего не поймет. Другое дело, когда вы хотите поработать над произношением, узнать наверняка, как произносятся слова. Тогда да, есть смысл послушать очень медленное аудио, где они будут четко проговариваться. Польза в этом есть. Хотя и здесь есть нюанс, в живой речи так все равно мало кто говорит. То есть вы узнаете, как это слово произносится правильно, но потом все равно придется слушать беглую речь, чтобы понять, как его говорят в нормальных, обычных условиях носителя. Но как минимум вы сами будете проговаривать слова четко и понятно. А это самое главное для вашего произношения. Поэтому я бы сказала, что это может быть полезным на начальных этапах, но все равно рекомендовала бы миксовать такие материалы с более продвинутыми и естественными, чтобы понимать, что вас ждет. Я в своих видео иногда забываюсь и начинаю говорить слишком быстро. Потом одергиваю себя, потому что понимаю, что для некоторых это может быть сложно. И иногда даже перезаписываю кусок, чтобы сказать чуть медленнее. Но для кого-то даже мое медленно может показаться довольно быстрым. Однако уровень у всех разный, поэтому я стараюсь держать золотую середину, чтобы более-менее понятно было всем. К
Категорически не хочу говорить слишком медленно, потому что считаю, что в перспективе это может больше навредить, чем принести пользу. Но это лично мое мнение, основанное на опыте. Не говорю, что оно истинно верное. Кто-то может практиковать другие способы и тоже получать от этого эффект. Ну и потом, честно вам признаюсь, мне слишком быстро становится скучно слушать очень медленные аудио. И мне было бы точно так же скучно их делать. Но для тех, кому все же кажется, что у меня слишком беглая речь, я всегда советую уменьшать скорость в плеере. Даже меньше на 0.25х вам уже станет легче понимать, что я говорю. Но это если есть такая необходимость. Если вы справляетесь, прекрасно, оставайтесь на этом уровне. Вернее, на этой скорости. А чтобы лучше усвоить то, о чем говорится в аудио или видео, есть золотое правило изучения языка – это повторение. Одного раза может быть недостаточно, чтобы усвоить весь материал хорошо. И это нормально, поскольку мы учимся, узнаем новое и не все осознаем с первого раза. Но чем больше вы посмотрите одно и то же видео, тем полезнее будет для вас. Уверяю, что со второго, с третьего раза процент понимания станет намного выше. И тот ритм, который вначале мог показаться не совсем простым, станет более привычным. А мне просмотры опять-таки. Также по причине того, что студент привыкает к слишком искусственной речи, он потом может плохо понимать диалоги между носителями, поскольку для него привычен вот такой темп, который он постоянно слушает. Это можно даже сравнить с изучением языка исключительно по книжкам, когда вроде бы вся грамматика хорошо усвоена, имеется неплохой словарный запас. Слепить предложение получается. Но что делать с пониманием? Когда носитель начинает говорить, и вы не понимаете ровным счетом ничего, потому что в книжках учат говорить по-другому. А вот понимать фильмы и понимать реальную речь – это, как по мне, два разных навыка. Замечали ли вы такую тенденцию, что носителей в жизни понимать легче, чем носителей в фильме? У меня, честно говоря, пока нет объяснения тому, почему так происходит. С песнями проще. Я, будучи носителем, не всегда разбираю слова, которые поются в песне, так что для иностранного студента это не показатель. А вот фильмы... Вероятно, потому что в фильмах используется более сложная лексика, потому что у них есть написанный сценарий, и речь тоже не на 100% естественная. Не знаю, я могу ошибаться, это просто мои рассуждения на данный момент. Напишите, что вы об этом думаете. Мне очень интересно, какие у вас мысли. И также напишите, с какой скоростью вы предпочитаете смотреть материалы на иностранном языке. Что вообще думаете по поводу естественного ритма? Дискуссия продолжается в комментариях. Если вам понравилось видео, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал, если еще не подписаны. Каждую неделю у меня выходит новое видео на разные темы, которые помогут вам чуть больше погрузиться в русский язык. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующем видео. Пока!